Всякую непрерывную нагрузку можно представить себе состоящей из сосредоточенных грузов, находящихся на бесконечно близких между собой расстояниях. Вершины соответствующие ей веревочного многоугольника лежат на линиях действия этих грузов, из чего следует, что стороны веревочного многоугольника непрерывной нагрузки бесконечно малы, то есть многоугольник имеет вид кривой линии. Из предыдущего заключаем: стороны веревочного многоугольника, построенного на равнодействующих, касательны действительной веревочной кривой, а точки касания находятся на продолжении делящих прямых. Расстояние этих прямых между собой нужно брать столь малым, чтобы заключенные между ними отрезки линий можно было принимать за прямые, так как тогда отсеченные этими прямыми фигуры будут трапеции и треугольники, которых площади и центры тяжести легко определить. Профессор Черепашинский. Аналитическая и графическая статика сооружений. Часть 1. Итак, вот наша распределенная нагрузка в общем представлении. Согласно ранее изложенному, делим ее на равные по длине пролета части. У меня она получилась из трапеций и прямоугольников. Любым удобным способом находим центры тяжести каждой фигуры. Находим равнодействующую для каждого участка и помещаем его в центр тяжести фигуры. Дальше действуем точь-в-точь, как для балки, загруженной сосредоточенными нагрузками. Строим многоугольник сил, который будет состоять из большого количества сил и лучей, а иногда даже из очень большого количества. Далее проводим линии действия опорных реакций и равнодействующих для каждого участка. Строим веревочный многоугольник. Переносим замыкающую на многоугольник сил, находим опорные реакции. По касательным к сторонам веревочного многоугольника рисуем веревочную кривую. Изгибающий момент находим, измерив координату интересующей нас точки. Причем меряем мы не от многоугольника, а от веревочной кривой, и умножив ее на фокусное расстояние. Как видим, со сложной по форме распределенной нагрузкой придется повозиться, но, к счастью, с равномерно распределенной нагрузкой все гораздо проще. Как всегда, сначала определяемся с масштабом. Поскольку размерами листа мы не ограничены, примем, что 1 мм равен 1 кг силе. Затем вычисляем равнодействующую распределенной нагрузки, которая, по сути дела, равна площади эпюры, то есть длина пролета, умноженная на интенсивность нагрузки. И заодно определяем опорные реакции, каждая из которых равна половине равнодействующей. Строим многоугольник сил, рисуем равнодействующие распределенные нагрузки. Далее будем действовать от обратного. Сначала нарисуем опорные реакции, каждая из которых равна половине равнодействующей распределенной нагрузки. Поскольку равнодействующие и опорные реакции у нас параллельны, многоугольник сил сливается в единую прямую. Поэтому для наглядности сместим опорные реакции немножко в сторону. И вот наша равнодействующая.
Вот левая опорная реакция. А вот правая опорная реакция. Проведем замыкающую. По правилам, для равномерно распределенной нагрузки она горизонтальная и пересекает равнодействующую строго посередине. На конец замыкающей ставим точку фокуса. Фокусное расстояние примем равное единице, потому что независимо от количества нулей, на единицу легко умножать. Из точки фокуса в углы многоугольника сил проводим лучи. Скопируем опорные реакции на свои места. Равномерно распределенную нагрузку делим пополам и находим центры тяжести получившихся прямоугольников. Проводим линии действия опорных реакций, а также оси, проходящие через центры тяжести, разделивших нагрузку прямоугольников, и через центры пролета. От опоры до опоры проводим замыкающую. Первый луч многоугольника сил ставим на пересечение замыкающей и левой опорной реакции. Последний луч многоугольника сил ставим на пересечение замыкающей и правой опорной реакции. Находим пересечение лучей. По правилам, если многоугольник сил построен правильно, они должны пересечься в середине пролета. Далее соединяем линией пересечения лучей и осей, проходящих через центры тяжести, делящих распределенную нагрузку фигур. На пересечении этой линии и оси, проходящей через центр пролета, будет точка касательной веревочной кривой. По трем точкам рисуем веревочную кривую. Координата от точки касательной до замыкающей даст нам точное значение максимального изгибающего момента. Естественно, его нужно умножить на фокусное расстояние. Остальные значения в этом случае будут получены приближенно, так как у нас нет других точек для более точного направления веревочной кривой. Я решил получить значение изгибающего момента в килограммах на метр, поэтому умножил координату не на 1000 мм, а на 1 метр. Для более точного построения веревочной кривой равномерно распределенную нагрузку нужно разделить на большее количество равных частей. Для каждой части нужно найти центр тяжести, а также желательно пронумеровать вот в таком вот порядке. То есть по порядку до середины пролета, а потом повторить в том же порядке после середины пролета. Далее через центры тяжести, делящих нагрузку фигур, проводим оси. От опоры до опоры проводим замыкающую.
На пересечении левой опорной реакции и замыкающей ставим первый луч. На пересечении замыкающей и правой опорной реакции ставим последний луч. Находим пересечение лучей. Если все правильно, они должны пересечься в середине пролета. Теперь соединяем линии пересечения лучей и осей, проходящих через центр тяжести фигур, делящих распределенную нагрузку, в порядке их нумерации. Один соединяем с 1 штрих. Два соединяем с 2 штрих. 3 соединяем с 3 штрих. И так далее, пока не соединим все пересечения. Теперь по касательной получившейся ломаной линии проводим веревочную кривую. И вот наша веревочная кривая для определения изгибающего момента в однопролетной балке от равномерно распределенной нагрузки. Теперь мы можем узнать точно не только максимальное значение изгибающего момента, но и еще и несколько значений в дополнительных точках. Ну, думаю, будет не лишним еще раз напомнить, что значение этих ординат нужно умножить на фокусное расстояние на многоугольнике сил. Веревочная кривая уже сама по себе является эпюрой изгибающих моментов, поэтому осталось только нанести на нее традиционные метки. Эпюра у нас улыбается, значит момент положительный. Ну и конечно подпишем, что это такие эпюры изгибающих моментов. С эпюрой поперечных сил совсем все просто. Рисуем линию пролета. Ставим на нее левую опорную реакцию сверху. Правую опорную реакцию снизу. И соединяем опорные реакции линией по диагонали. Вот и все, эпюра поперечных сил готова. Осталось только на нее нанести традиционные метки. Ну и конечно померить значение поперечных сил. Чуть не забыл подписать, что это такие эпюры поперечных сил. Вот так вот графическими методами определяются опорные реакции, изгибающие моменты и поперечные силы
для балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой. А в следующем видео графическими методами мы определим усилия трехшарнирной арки. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до конца, результаты расчета для точно такой же балки, но уже полученные при помощи лиросапа, изгибающие моменты и поперечные силы.